Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я вам расскажу о премиальном компакте Samsung EX1. Еще в обзоре на прекрасный Pentax MX1 я обещал сделать, собственно, видео про эту камеру. Также, когда я делал ролик про Olympus XZ2, который тоже мне довольно сильно понравился, там я тоже, хотя и вскользь, но упоминал, что камера Samsung, она не совсем похожа на эти камеры. По ряду причин она также довольно сильно отличается от остальных премиальных компактов с похожей матрицей, у которых, вот эта матрица не крупная, 1 на 1.1.7. Хоть все эти компакты обладают похожим форм-фактором, похожими светосильными объективами немножко, также у них матрица одного размера, но конкретно этот Samsung, он имеет очень мало общего с ними. Во-первых, он вышел несколько раньше, и у него уже довольно старенькая CCD-матрица. Можно было бы, конечно, для того, чтобы было таким честным и правильным сравнением, взять какой-нибудь Samsung EX2F, например. Он более современный, у него более современная CMOS-матрица с обратной засветкой, то есть она прям вообще огнище по сравнению с этой, наверное. Но мне хотелось посмотреть именно на то, как Samsung будет работать на CCD-матрице. Мне прям просто любопытно было. А во-вторых, у Samsung довольно сильно отличается фокусное расстояние у объектива, потому что здесь фокусные 24-72 мм в эквиваленте, а те камеры, которые я до этого обозревал, у них фокусное расстояние все-таки несколько шире, там 28 мм на 112. В общем, по этим причинам я не хотел обозревать Samsung EX1 параллельно с этими камерами, да и сравнивать его прямо с ними было бы довольно странно. Кстати говоря, с обзора на APS-C Samsung NX1000 я стартовал, собственно, на этом канале вот эту рубрику про старые, такие не очень удачные камеры. Так что на этой ностальгической ноте я попрошу вас обратить внимание вниз экрана, нажать на кнопочку «Подписаться» и поставить лайк, чтобы поддержать мою деятельность. Это, в общем-то, несложно, всего 2 раза тыкнуть по экрану. Ну что ж, если все это сделали, давайте теперь приступим к обзору дизайна и эргономики этой камеры. Корпус у камеры металлический и довольно прочный. Весит она примерно 200 граммов. Каких-то люфтов я, честно говоря, не вижу в самом корпусе, конечно. Но вот хотелось бы обратить внимание, что штативное гнездо закреплено довольно паршиво. И вообще вот такого я никогда не видел, чтобы болтик находился внутри штативного гнезда. Само оно закреплено вообще примерно никак. У меня еще и плюс один болтик потерялся где-то, я не знаю, где он сгинул. Тут же рядышком красуется гордая надпись Samsung Electronics русскими буквами, хотя с корейского названия должно вообще не так транскрибироваться. Надпись написана по-русски, сделана в Корее, написано тоже без уточнения в какой, думаю, все-таки не в северной. И снизу под крышечкой тут прячется малюсенький аккумулятор, он реально крошечный, хватает его не особо на много кадров, может 150-200 где-то он осиливает. И также, как обычно, прячется SD-карточка обычная. Позади у этого фотоаппарата только одна единственная пластиковая деталь, да и к тому же слегка люфтящая, слегка танцующая. Это его 3-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 640 на 480. Отпечатки он зверски собирает. При этом он еще и очень легко царапается. Здесь он такой немножко потертый, но живой. Картинка на нем нормально отображается. Зато он очень яркий и с хорошими углами обзора. Конечно, не лучшей цветопередачи. С белым, вообще с белыми цветами, с светлыми у него какие-то проблемы некоторые наблюдаются. Но у него есть огромное преимущество. Очень крутое свойство. Он крутится во всех плоскостях. То есть его можно повернуть как угодно, как душеньки ваши угодно. Можно так, можно сяк, можно на себя, можно даже ужасные селфи делать. Сзади, как обычно, находится, естественно, тут куча кнопок самых разных, всех видов и цветов. Сгруппированы они все справа, поэтому удобно управлять именно одной рукой.
В середине крестовины кнопка ОК, и крестовина сама к тому же еще является колесиком с приятными щелчками, что не так часто бывает именно у задних колесиков. Единственное, что прям реально бесит позади, это отсутствие хоть какого-либо упора для заднего пальца. То есть тут просто камера абсолютно гладкая в этом месте. Это странное решение. Да еще и две кнопки прямо под большим пальцем оказываются. Благо они утоплены так слегка в корпус. И тут еще какой-то подъем такой сделан. Я не знаю, специально ли так задумали или уже в последний момент такая хитрость была применена. В общем, суть в том, что на них случайно не нажмешь. Я на них ни разу не нажимал. Хотя вот на Samsung NX Mini я постоянно нажимал на кнопку видеозаписи. Хотя там уже был выступ, но кнопка находилась вот прям вообще под большим пальцем, отвратительно. Сверху находится механически выдвижная вспышка. Тут рычажок нажимаешь, она выезжает. Но она, как обычно, довольно дохлая. Смысла в ней примерно никакого нет. Ну, хотя бы есть зато горячий башмак. Тут полноценный. То есть его можно использовать, нацепить сюда абсолютно любую вспышку, какая только заблагорассудится. Кнопка включения тут обрамлена так интересно колесиком, который отвечает за режимы протяжки, за брекетинг и за таймер. Сама эта кнопочка загорается противным синим цветом, когда включаешь камеру. И отключить это, конечно же, невозможно. Чуть правее, как обычно, находится колесико выборов режима съемки. Ну и кнопка спуска тут есть, вокруг которой, в общем-то, рычажок трансфокации. Сбоку под вполне приличной крышечкой тут находятся разъемы для подключения к компьютеру и зарядки, а также micro-HDMI. Причем этот разъем, он является проприетарным, и кроме как самсунговским кабелем ты другим способом никак не подключишь, так что если кабель у тебя сдох, то придется искать именно такой же, а это, конечно, геморрой. Спереди тут имеется небольшой, крайне неанатомический выступ, такой вообще абсолютно микроскопический. Неудобно за этот прорезиненный хват держаться, ну, камера в руке лежит вообще паршиво. Тут, кстати, спереди есть такой барабанчик, он для управления дополнительными функциями в зависимости от режима. Вот сейчас у меня, например, стоит приоритет диафрагмы, ну, этот барабанчик, соответственно, отвечает за экспокоррекцию. Он, кстати, еще и кликабелен, то есть на него как на кнопку можно нажимать. Тут же на объективе написан текст Dual Image Stabilization. Тут действительно есть слабенькая оптическая стабилизация, плюс еще электронная, но электронная она кропает картинку, а тут и без того всего 10 мегапикселей стабилизация не слишком эффективная. Наверное, один из 3 снимков на выдержке 1/15 получается без смаза. Ну, в принципе, у меня Паркинсона нет, так что я с этим больших проблем не испытывал. В ночи, в темноте я пару кадров вполне смог получить, я много так не пытался снимать. Это просто о том, чтобы ISO у нее не задирать, потому что все-таки сенсор-то малюсенький. Лучше уж на маленьком ISO со стабилизацией снять, нежели поднимать его значение как-то. Еще парочку слов важных хотелось бы сказать про местное меню. Оно не слишком богато на настройки, то есть тут вообще в меню не так много пунктов, которые можно было бы настроить. Плюс все перемещения по нему сопровождаются какими-то яркими няшными анимациями, что на самом деле замедляет процесс. Также тут куча странных сокращений, хотя длина строки достаточно большая, можно было бы и не сокращать. Плюс тут находятся местами неправильно написанные слова, да и встречаются опечатки и ошибки. Давайте же заглянем под крышечку. Крышечка тут, кстати, снабжена дырочкой для крепления тросика дополнительного. Я вообще не представляю, что за ушлепки носят объективы с крышечками на тесемочке болтающихся. Терпеть не могу, я, честно говоря, таких дурачков, которые юзают вот подобную хрень. Вообще не представляю, каким надо быть овощем, чтобы, потерять крышечку от объектива. Но в этом, в общем, виноват сам Samsung. Они поленились сделать раздвижные шторки автоматические. Такими вещами грешили многие премиальные компакты в те годы. По-моему, шторки были более-менее какие-то у Рика только и все. А остальные вот такие премиальные компакты выходили с крышечками. Ну, благо, для многих из них выходили специальные насадки, которые
позволяли поставить открывающуюся автоматически крышечку. Объектив тут весьма светосильный. Он f1.8 на широком конце и f2.4 в телеположении. Фокусные тут эквивалентны 24 на 72 мм. На нем внезапно написано не Samsung, а Schneider Kreuznach. Это именитый такой немецкий производитель оптики. Фирма эта, конечно, делает массу всяческих оптических штучек для промышленности в основном. Но русскому человеку она известна скорее как хозяева B плюс W. Это производитель таких дорогущих светофильтров. Вокруг объектива тут колечко с насечками. И я сначала обрадовался, подумал, может быть, все-таки здесь есть какое-то колечко функциональное, как, например, на Олимпусе было, что было прям классно. Но нет, здесь колечко тоже является просто декоративной деталью. На его место можно накрутить какой-нибудь переходничок. Например, вот такой. Накручиваем быстренько на эту резьбу. Ну и, допустим, этот переходник на, сколько там, 58 мм. На него можно повесить, например, какой-нибудь светофильтр вообще без проблем. Вот опять же на 58 мм берем полярик и радуемся. Но я пошел еще дальше. Я раздобыл широкоугольную насадку. И вот такую вот шляпу накручиваю сюда, здоровенную. Получается вот такая вот конструкция. Выглядит, конечно, немножко всрато, но зато эта широкоугольная насадка превращает 24 мм на широком углу в 18 мм. По углам получается довольно смешно. Видны края этой линзы. Ну и качество, естественно, солидно падает тоже по краям. Центр, в общем-то, в порядке остается. Хотя у объектива и без широкоугольной насадки хватает косяков. Если ты снимаешь на широкий угол, то тебя ждет просто чудовищная дисторсия, прямо монструозная. Ее ужасно запарно потом исправлять на посте. И также на вообще всех фокусных расстояниях и на всех показателях диафрагмы у объектива есть проблемы с хроматическими аберрациями. Ну, я имею в виду по углам кадра в основном, но иногда и в середине, если ты особенно открываешь, там просто уже кромешный мрак просто с этими хроматическими аберрациями. И их также очень запарно убирать на посте. При этом у объектива полный порядок с резкостью. Еще мне прибавило дополнительных мучений то, что камера это не поддерживается Capture One. И мне приходилось с нее RAW обрабатывать в Lightroom. А Lightroom я просто терпеть не могу. Lightroom, в принципе, тоже вполне работающая программа, но у него довольно кривой интерфейс, и больше как бы эта прога, этот RAW-конвертер, он ориентирован на каких-то ссыкух с зеркалочками, которые быстренько закидывают пачку фотографий, накидывают на нее какой-нибудь ущербный пресет, скачанный там из интернета, и все, как бы на этом их обработка заканчивается. Хотя свои глубины там тоже есть, то есть если сесть, запариться и поковыряться, можно сделать нормальную фотографию. В общем, мне пришлось терпеть такую вот неудобную для меня программу для того, чтобы выдавить хоть что-то из сырых файлов, которые я снимал на камеру Samsung для этого обзора. И, кстати говоря, у этой малюсенькой камеры просто огромные RAW, при том, что у нее, всего 10 мегапикселов, малюсенький DD. Я не знаю, что там за огромные массивы информации в этих RAW. RAW умудряются весить по 25-30 мегабайт. Похоже, что программисты Samsung вообще не осилили хоть какую-то компрессию файлов. И вот эти гигантские RAW, они еще и записываются на карточку памяти секунд так по 10. То есть как это выглядит? Ты, допустим, что-то сфоткал, хочешь убрать камеру, нажимаешь кнопку выключения, но она не выключается, она пишет на экране надпись «Обработка». В ней вообще все происходит неторопливо,
прям омерзительно неторопливо. То есть ты, например, нажимаешь кнопку включения, она стартует примерно через секунду после нажатия, но ты еще не можешь секунды 2-3 вообще ничего делать и никакие кнопки нажимать. То есть она как бы включилась, экранчик загорелся, казалось бы, все, понеслась, давай снимать, но нет. Камера в этот момент недоступна, она все еще думает. После шустрых и отзывчивых Olympus XZ2 и Pentax MX1 контраст прям очень сильный. Хотя сделаем небольшую скидку, камера сама не особо новая, но в то же время, когда она выходила, почти все фотоаппараты, премиальные компакты как минимум, включались вполне быстро и резко. В момент, когда она выходила, так тормозить позволяли себе только камеры Sigma DP. Но мне они нравятся, и в принципе из-за того, что у них матрица Foveon, для них это пускай будет простительно. Ну а у Samsung оправданий тут нет никаких, просто камера тормозная. Я думаю, что здесь скорее всего все в комплексе, достаточно вялое железо в нее вставлено, да и сама оболочка программная тоже довольно никудышная, на мой взгляд. Особенно, ну прям реально, зачем они там перегрузили ее какими-то анимациями. Думаю, не нужно говорить, что и автофокус у нее не слишком-то быстрый. Фокус здесь, естественно, только контрастный. Фокусировка, если осуществляется по одной точке, то линза она может гонять, наверное, секунду примерно туда-сюда. При этом точка фокусировки, она такая огромная, что ты не всегда уверен, что ты сфокусировался именно туда, куда тебе было нужно. Но если установить фокусировку по всем точкам, то камера вообще никак не анализирует сцену, и она просто автоматически фокусируется на наиболее близкий объект, даже если он тебе не нужен и не интересен. Но что меня удивило, камера с огромными точками фокусировки и кривым достаточно контрастным фокусом не фокусируется медленнее в темноте. То есть она примерно ту же секунду тратит на то, чтобы сфокусироваться в темное время суток. Хотя та же полнокадровая Сонька, которая вышла через приличное количество лет после нее, на ровном месте там же обсиралась. За счет достаточно высокой светосилы и за счет того, что тут хоть какая-никакая стабилизация имеется, можно сделать вполне нормальные фотографии в ночное время, при этом не повышая ISO. Я максимум до ISO 200 поднимал, когда делал снимки для примеров. Самая низкая доступная ISO — это 80 единиц у этой камеры. Даже на нем, если ты начинаешь вытягивать тени или еще какие-то корректировки вносишь в изображение, заметен шум. Наверное, сносная как раз картинка где-то до 200 ISO, а дальше она уже превращается в какую-то парашу. На 400 ISO полное дерьмо, 800 вообще это какие-то исключительные случаи. Если снимаешь в дневное время суток, то надо быть повнимательнее к цветам, потому что если они даже чуть-чуть выбьются, тут крайне маленький динамический диапазон, вытянуть цвета потом уже даже совсем чуть-чуть будет практически невозможно. А вот по этому хваленому AMOLED экранчику довольно сложно судить об экспозиции. Врет он вообще безбожно, и приходится чаще всего действовать по наитию. То есть ты примерно по экранчику этому композицию выстроил, и там уже как повезет. Также дурацким решением я считаю то, что Samsung почему-то решили сделать фокусное расстояние у объектива равным 24 на широком и 72 на телеположении. Потому что камера стартует именно на 24 мм, а по мне так это все-таки довольно широкая фокусная, даже слишком широкая, тем более у него еще и дисторсия у этого объектива такая отвратительная. Камера-то включается
именно на нем, и тебе, если необходимо сузить фокусное расстояние до 28 мм или 35, то придется еще дополнительно подождать, потому что если ты ее включил и уже, казалось бы, ты можешь снимать, у тебя еще и рычажок вот этой трансфокации очень нечуткий, у него есть лаг, и он не мгновенно срабатывает. Это вызывает такую неприятную фрустрацию и очень некомфортно. Но и телеположение 72 мм тоже не особо-то и теле. Лучше бы они действительно сделали 28-112 мм, как это сделали все нормальные производители. Это все-таки наиболее такие удобные и универсальные фокусные расстояния. Ну а если обобщить вообще все, что я думаю о картинке, которую выдает эта камера, я думаю, подойдет одно такое емкое слово – невзрачность. Цвета из нее какие-то получаются блеклые. Я уже привык к тому, что камеры частенько промахиваются по балансу белого, то синят, то зеленят, то еще какой-то дурью маются. Там кидает то в холод, то в тепло, то рожи у всех розовые, еще какая-нибудь ерунда. Такие косяки я уже много раз наблюдал в самых разных камер. Также стало уже привычным ругать некоторые камеры за перенасыщенность цветов, за какую-то накрученность, неестественность. А вот в этой камере Samsung EX1 разбалансировка цветов, она произошла вообще в противоположную сторону. У картинки по умолчанию очень сильно занижена насыщенность по сравнению с тем, как это было изначально в реальности. В RAW я вообще впервые такое вижу. Мне постоянно приходилось в этом мною нелюбимом Lightroom подкручивать бегунок Clarity, чтобы хоть немножко картинка была понасыщеннее, потому что она прям совсем была чуть ли не черно-белая, хотя фактически она такой не была. Хотя я не исключаю такой возможности, что я зря ругаю камеру, возможно, у самого Lightroom настолько вот ущербный профиль проявки для этой камеры. Но факт остается фактом, мне приходилось возиться дополнительно еще с цветами, чтобы подкрутить им хоть чуть-чуть насыщенности, и не перекрутить ее при этом бешено, потому что бегунки у Lightroom слишком уж сильно реагируют на любые твои движения. При этом я еще дисторсию убирал каждый раз, еще и хроматические аберрации убирал. Ну, в общем, замучаешься с этой камерой. Хотя многие люди, возможно, и не увидят в этом какой-то проблемы. Я же все-таки предпочитаю, чтобы камера по умолчанию в RAW снимала красиво, и RAW-конвертер при этом конвертировал картинку так, чтобы мне не приходилось каких-то дополнительных действий к ней применять. Она чтобы была просто хорошая, ну как минимум нормальная, чтобы я там плюс-минус там цвета тени немножко подергал и хватит. Для многих людей, в принципе, это не является проблемой, они предпочитают самостоятельно крутить. Конечно, если ты даже с этой камерой возьмешь RAW, можно накрутить любой вообще дичи, какой угодно, просто спонтанно дергая за все подряд рычажки и бегунки, как мартышка, можно что-то смешное и интересное выдавить. Что ж, подытожим. Камера мне не понравилась. Такая вот заторможенность, нерасторопность мне крайне не по душе. Ладно бы камера просто была не очень быстрой, это можно было бы как-то ей простить, если бы она выдавала красивую картинку, интересную. Так ведь и фотографии с нее требуют слишком уж серьезного вложения твоего времени, много доработок каких-то, иначе получается полный хлам. В 2012 году было выпущено продолжение этой коротенькой линейки камер Samsung EX2F, про которую я уже упоминал ранее. Там оптическую схему объектива переделали, и на широком углу она стала составлять f1.4. Фактически это мало что поменяло, это скорее какой-то маркетинговый выпендреж. Матрица стала CMOS, но фокусные расстояния там остались те же самые, 24 на 72 мм. Естественно, железо туда запихнули помощнее, камера перестала так безбожно тормозить, стала работать нормально.
Ну и из эргономики там изменения вообще минимальные, там вытащили кнопку включения из колесика протяжки и поставили ее рядом. Камера, конечно, стала уже поприятнее в обращении по сравнению с этой, но большинство недостатков она также сохранила, так что смысла в ней особого не было. И это стало последней камерой в этой линейке мертворожденной. Samsung в это время вообще на подобные компакты забил, они почему-то решили, что хорошей идеей будет скрещивать фотоаппараты с телефонами, начали делать какие-то Galaxy камеры, вообще какой-то бред. Ну а что-то более-менее компактное они стали делать уже с дюймовыми матрицами, выпустив всего одну камеру Samsung NX Mini, про которую я, собственно, уже рассказывал. И тут у них тоже большого успеха не получилось. По большому счету Samsung не достигли больших каких-то успехов в производстве как раз-таки компактов по причине того, что они сами же и делали телефоны, смартфоны, которые снимали гораздо лучше, чем половина их собственных компактов. Это, кстати говоря, уже третья камера Samsung, про которую я делаю обзор. Я думаю, что тема начинает себя исчерпывать. Скоро мы поставим такую красивую жирную точку. На данный момент единственная камера из Samsung, которую я хотел бы обозреть. Еще дополнительно это последняя их APS-C камера Samsung NX500. На нее я нацеплю вот этот блинчик 20 мм f2.8. И еще раз вам напомню, что все камеры для своих обзоров я покупаю за свои деньги, поэтому могу говорить про них все, что мне заблагорассудится, вообще все, что угодно. Надеюсь, этот обзор вам тоже понравился. Не забудьте, пожалуйста, подписаться, поставьте лайки, оставьте комментарии, напишите то, что думаете. Ну и до новых встреч!